Хорошие мои, всех вас приветствую, всех благодарю за лайки, комментарии, за вашу обратную связь. Для меня это очень важно, как и для моих каналов. Итак, ребят, сегодня расклад, тему которого вы уже видите. Здравствуйте, краднички, хитрость, обман, манипуляции, да? Сейчас уточним, о чем это нам. Расклад, тему которого вы уже видите, но хочется мне, знаете, что посмотреть, как идут ваши работы с храмом и с погостом. Знаю, что есть такие практики, которые работают, допустим, в одном месте и кое-что доделывают в другом. А там уж сами знаете, да, бывают люди разные, занимаются всякими разными делами. Кто во благо, кто во вред кому. Итак, выпадает вот так вот, да, у нас. Слушайте, а ну-ка сейчас. Здесь мне показывают человека. Неважно, мужчина или женщина меня сейчас смотрит, вы относились к этому человеку искренне, открыто, с любовью. А этот человек, как вас оставил, при этом что-то украл. И неважно, мужчина, женщина, тот, кто меня смотрит, и на кого вы смотрите, здесь как мужчина, так и женщина могут проходить. Этот человек, уходя от вас и что-то прихватив с собой, он оставил свое солнце, свое счастье вместе с вами. Возможно, здесь кого-то оставили с детьми. И такое может проходить. Куда ушел? В дьявола ушел. Ребята, в дьявола. В потакание всех своих низменных страстей. Здесь, понимаете, здесь спектр очень огромен. Вы искренне чисто относились к человеку. Вы ему солнце несли. Энергию давали. Он что-то взял и пошел во тьму. Это может быть как и измена, как алкоголизм, как наркотики, воровство, нелицеприятное телодвижение с законодательной системой, дабы побольше денег себе на счет положить. Все, что хотите. Здесь может быть человек, который ушел в работу с темными, а вы работали со светлыми энергиями. Здесь, понимаете, темное, светлое. А вы всего лишь как проводники этих энергий. Как вы, так и ваш вот этот вот оппонент. Только знаете, в чем парадокс? Вы отлично работаете с темными, а он должен был нести свет. Вот истинное заключение, вот истинные договора, которые заключили ваши души, вне зависимости от того, нужно ли было вам встретиться и тому подобное. Смысл вашего воплощения каждого из вас. И смотрите, через вас проходила энергия солнца, через него энергия тьмы. Возможно, вы и пошли в сотрудничество с темными. Мы сейчас посмотрим. Но вот дошел ли он до этого солнца? Вот это вопрос. То есть, понимаете как? Каждый из вас... Но здесь не каждый. Здесь этот человек как-то вот неблаговидно поступил. Вы просто зеркалили друг друга, и каждый учил другого
готова принимать свою вторую часть. Этот человек считает слабостью проявлять свои чувства, а вы слишком, знаете, может быть, играете в мать-добродетель. Давайте я вам так скажу. Не приемля темные аспекты себя. А этот человек не приемлет светлые аспекты себя. Вот и все. Слушайте, раз так карты интересно уже заходят, давайте на этом, собственно говоря, я и продолжу. Здесь с каким-то человеком реально или благодаря какому-то человеку вы и начали вот это сотрудничество. Сейчас будем раскрывать. Давайте вот так вот будем смотреть, да? Свет и тьма на весах. Как проходят ваши работы? Мне просто интересно посмотреть, вы увидели свою часть в отражении этого человека, свою темную ипостась? Давайте я сейчас для начала, вот вопрос меня очень интригует, что этот человек у вас украл? Плоды ваши, результаты вашей работы, вы во что-то вкладывались? Вы над чем-то трудились. Здесь кто-то, опа. Здесь девочки могли вкладываться в брак, в отношения. Возможно, этот человек конкретно у вас умыкнул что-то из материальщины. И этот человек не хотел вкладываться, не хотел работать над отношениями, над вашим союзом, если это не любятина, если это не партнерство. В любви, да, в браке здесь общее дело с высшими силами. Вы могли вместе проводить ритуалы. Это может быть и ваш друг, подруга. Если в работе, в бизнесе, то здесь вы работали, допустим, через интернет, работа с разными людьми, с разных стран, но во имя высших идеалов мне идет. Но это вы работали во имя высших идеалов. А этот человек считает, что он больше вкладывался. Хотя на самом деле, как я задала вопрос, что он украл у вас? Вы вкладывались. А он просто рядом стоял и этим пользовался. Или же этим хвастался перед другими, понимаете? И здесь еще могут проходить крадники ваших знаний от высших сил. Да уж, расклад интересный. Как проходят ваши ритуалы? А расклад абсолютно о других вещах. Я даже не знаю, как дальше вопросы какой ставить. Давайте так. Как у вас сейчас обстоят дела, да? У вас хороший обмен с высшими энергиями, с вашими детками, с людьми ваших вибраций. Магия делалась этим человеком на вас. Магия. И здесь также проходила магия такая, которая влияла на ваших детей, либо на ваше пространство, на ваш бизнес, на ваше детище. Чтобы люди к вам... Короче, развалилось дело, развалился бизнес, развалились отношения с вашим ребенком, с людьми, с окружением. А что этому человеку? Здесь человек пошел в магию, как вариант. Но здесь высший абсолют
по отношению к этому человеку отвернуты к его деяниям. Это если практики, да, и связано с эзотерикой и тому подобное. И если же здесь по любятине, по работе этот человек решил, что я всего добился сам, я типа сам все смогу, порешаю и сделаю. То есть пошел проводить энергии в мир. Те, которые он считал более важными, чем ваши чувства, ваша искренность по отношению к нему. Он посчитал, что таким образом он проявил силу воли, предав вас, вашу искренность. Если были общие дети, то и ваших детей. Он посчитал, что таким образом он проявил силу воли. А на самом деле здесь, смотрите, человек уходит в сторону дьявола, а сам смотрит на вас, все оглядывается, ждет, посмотрит, хочет увидеть, насколько он вам сделал больно. Но пока он смотрит, радуется, в кавычках, да, вот этим своим достижением, он не понимает, на кого он наткнется, когда развернет голову вперед. А он ее рано или поздно развернет. Так здесь еще помимо этого, он и здесь и заказывать вас могли. И еще и на вас влиял. Если общие дети есть, это магия и на ребенка пошла. Минимум, максимум, он сам делал так, чтобы с ребенком что-то случилось. А Абсолют говорит, что закончатся все твои магические деяния, дружище, и всадники смерти уже на пороге, они тебя уже встречают. Потому что я их сам к тебе призвал. И 15-й мне в том помощник. Ибо не те у тебя приоритеты сформировались, не в том ты силу воли проявить решил. И здесь человек, которого подавляют другие. А вы, возможно, единственный, кто к нему относился искренне. И он понял, что он никогда он до вас не достанет. По энергиям, по вибрациям, понимаете? Потому что, чтобы достать, нужно работать над собой, над отношениями, над общим делом, над семьей. Итак, смотрим, к чему же вас это приводит. Да, девочки, здесь кто-то мог потерять и деньги, кто-то мог разводиться. У кого-то были и болезни, безденежье, было отчаяние, были потери. А что при этом было у этого человека? Этот человек очень боится остаться в одиночестве, и поэтому делал все возможное, чтобы эту пустоту просто, знаете, закидать. И неважно чем. В основном бухлом, ребята, в основном бухлом это закидывалось. Вы выросли, вы вошли в великую свою силу, выносливость, вы закалились. И у вас начались либо новые отношения, либо новое сотрудничество с другими силами. Вы начали планировать будущее и идти дальше. Несмотря на то, что бы вам там ни сделали, да, так как расклад общий, у каждого из вас своя история. Вы пошли в проекты свои, к новым берегам. А этот человек что-то там пытался отстаивать. Знаете, у него как... Вот что я вам хочу сказать. Здесь из мага, которым он считал себя, уходя от вас, он в пажа пентаклей перекидывается, перетрансформируется. То есть, допустим, это у вас там общий бизнес был, да? Он был директором, тут стал на побегушках у кого-то. Понимаете? Вот разлет огромный по энергиям у человека.
Ему приходилось отстаивать и приходится отстаивать все свои начинания. Что это за императрица, смотрю? Смотрите, здесь может быть третья женщина, которая помогла вам расстаться, либо стравила вас. Вот. Но смотрите как. С помощью воздействия этой женщины вы трансформировались из королевы кубков в королеву мечей и выдвинулись дальше к своим горизонтам. Плюс здесь сотрудничество как с темными, так и со светлыми. Но для вот этого человека, вот эта императрица полностью перекрыла возможность для него добиться какой бы то ни было справедливости для него же. В любом деле, в любом аспекте, в любой сфере. Что я здесь могу сказать? У вас работы, ребята, идут как с темными, так и со светлыми, потому что вы по вибрациям выше. Очень интересно. Вырулил расклад нежданчиком. И еще эта женщина, это может быть проходить как мать, для кого-то это бывшая, для кого-то это просто подруга, сотрудник по бизнесу. В общем, кто на какую сферу смотрит. Так вот, вот эта женщина этому человеку полностью все перекрыла насчет справедливости, а вам смотрит в спину и завидует. Она повторяет вас. Она хочет быть такой, как вы. Уметь то, что умеете вы. Давайте посмотрим, что она сделала, эта императрица. Этот человек что-то в свое время вкладывал в вас. Она решила, что он должен это вкладывать в нее, а не в вас. Она сделала так, чтобы этот человек начал воевать с вами и видеть в вас те качества, которыми обладает вот это. Хотя у вас их нет. А у него не хватило ни ума, ни совести, ни потенциала, ни силы воли противостоять 15-му. В отличие от вас. Поэтому вы видели картину изначально четко, возможно, даже предупреждали, как-то пытались поговорить, но дуракам закон не писан, как говорится. А здесь просто умело присели на уши и все. Здесь эта женщина захотела, чтобы вот блага вот этого неслись к ней, в дань к ее ногам. Что для вас? Нападение на ваших детей садило вас в состояние, когда вы не могли сконцентрироваться на более счастливом, более радостном развитии сюжета вашей жизни, чтобы в каких-то воспоминаниях, возможно, пребывали. Но здесь, ребят, нападение. Давайте посмотрим, и что по итогу она получила. Этот человек на данном этапе потерял всю свою силу.
Когда-то эту силу она забирала у вас, она завидовала тому, какой у вас есть стержень. Уход в тройку мечей, здесь ваши чистки именно к этому приводят эту императрицу. Ой, смотрите, здесь эта императрица может быть и женщина, которая увела, допустим, мужа из семьи. Это женщина, которая повлияла на ваше общее дело, да, допустим, захотела, чтобы вот этот человек от вас что-то украл, унес, а с ней скооперировался, и они открыли свое какое-то дело, общий бизнес. Опять же таки, у каждого из вас своя ситуация. Но смотрите, что эта баба с этим мужиком бухает, а потом несут ругань друг на друга в свою семью. И здесь дело в том, что если это мужчина, который ушел к какой-то женщине, то в итоге вся семейность накрылась медным тазом. У него свои иллюзии по поводу того, какая должна быть семья, у нее свои, как бы... Понимаете, здесь и один, и вторая, ну, извините меня, два дерьма. Просто каждая из них пытается доказать, что он куст розы другому. Здесь через пьянки, через гулянки, а потом выяснение отношений. Кто кому что должен. У вас союз с определенными энергиями. Для кого-то здесь союз в личной жизни. Причем надолго и стабильно, ребята. Надолго и стабильно. Вот что дают ваши трансформации вам, ваша работа. Здесь высший суд, накрываем высшим судом эту, кем бы ни являлась эта красавица по императрице. Там предки, духи рода, ее в первую очередь с ней разберутся. Да, эта женщина с вами мерилась пиписьками. Лезла туда, куда не надо было ей лезть. То, что ей не принадлежало, забрала. Вот теперь высший суд будет забирать все, что дорого ей, у нее. Ее ожидания не будут оправдываться. Здесь мир мертвых будет блокировать все ее планы. Особенно, что касаемо денег. Здесь у женщины еще по здоровью вопрос. Невозможность забеременеть, невозможность открыть свое дело, стать значимой в обществе. Здесь плохое самочувствие, плохое состояние здоровья, вечно на каких-то таблетках, лекарствах. Здесь ее окружил мир мертвых. Она, видать, за денежкой очень гналась. И какими целями это будет достигнуто, ее не волновало. А что же этому персонажу по итогу? Повешенный. Человека заставляют переосмыслить свою жизнь, свои деяния. И здесь, знаете, как здесь перевернутое у человека понимание мира. Все плохое он видит хорошим, а все хорошее видит в плохом аспекте. Шизофрения как последствие, но искаженное видение вообще всей ситуации, даже своей жизни целиком. Здесь человек изначально был уверен, что он, вот так поступив с вами, победил какие-то обстоятельства, свои комплексы, не знаю, не важно, что у него там в башке было. Он выходит в статус императора, но этот статус императора просто повисает. Понимаете, ему как будто дали дотронуться до какой-то маломальской властенки и потом обрубили. И возможности восстановить этого больше не будет никогда в его жизни. Потому что здесь 15-й аркан.
Здесь я вам хочу сказать, что для достижения своих побед этот человек не гнушался никакими ритуалами в магии, не разбирая темные, светлые. Чем темнее, тем лучше, быстрее получу результаты, разбогатею. Буду императором, к которому все в ноги будут бежать, их целовать, облизывать, лишь бы я их там как-то своим вниманием не обделял. И таким образом человека будут пытаться вывести из-под влияния вот этой вот женщины и 15-го аркана. Чтобы этот человек научился отстаивать свою душу в первую очередь. Что там высший суд ему предлагает? Итак, девочки и мальчики, чем больше вы работаете над повышением своих вибраций по тому пути, который вы считаете своим путем предназначения, неважно, у каждого из вас он разный, тем больше стабильности обнуляется у этого персонажа, и тем больше фортуна переходит на вашу сторону. Здесь человек украл у вас фортуну, удачу, ту, которую вы ему приносили. И в какой-то момент он решил, что это все его достижения. Ну, потому что, знаете, очень быстро привыкают к хорошему. Этот человек не понял, что именно вы несли эту фортуну ему. А когда понял, здесь, скорее всего, были воздействия на вас, чтобы это просто отобрать. Забудьте о том, что этот человек будет искренне извиняться. Вряд ли. Нет. И здесь с помощью 15-го аркана он будет пытаться до посинения забрать обратно это у вас. Что же по поводу вас? Стройте планы и совершайте шаг за шагом, но каждый день в сторону ваших надежд, целей, ваших желаний. Чем больше вы сделаете таких шагов, даже если они будут очень маленькими, тем больше получает по голове этот персонаж. Вы закрываете себя от воздействия вот таких людей, подобных ему, и от его воздействия. И очень быстро переходите в статус девятки пентаклей. Для кого актуально встретите свою вторую половину? Да, здесь семья будет. Здесь будет семья. Но я вам хочу сказать, что будет что-то нестандартное у вас. Либо при нестандартных обстоятельствах вы познакомитесь, либо не при очень приятных обстоятельствах. Что-то резко неожиданно у вас произойдет. Может, знаете, не сколько неприятные обстоятельства, сколько вот, ну, нежданчик, конкретный нежданчик, да, и вы удивитесь очень сильно. Помимо отношений, здесь, ребята, ваша стабильность, ваше дело, ваш бизнес, сотрудничество с людьми, но какое-то событие, которое... Вот понимаете, что-то произойдет неожиданное, резкое, вы даже предполагать не будете. И у вас потом как открывается. Но, я повторюсь, здесь вашему продвижению этот человек либо уже мешает, еще, знаете, под ногами путается, либо мешал. Ну, в принципе, я это уже озвучила. Возможно, вы уже в отношениях, здесь возвращение бывшего, так он будет пытаться вас рассорить с вашим мужем. Сейчас я буду уточнять, что же здесь. Но вас закрывают от этого человека.
здесь будут попытки, либо они уже были, сейчас узнаем вообще, о чем здесь, либо это просто историю глобального плана рассказывают нам. Понимаете, здесь высшие силы вам помогают преодолеть эти препятствия, а вам пытаются закрыть эту возможность. Но у вас все равно хороший энергообмен с этими силами. И снова вас пытаются во что-то вогнать, да, чтобы вы закрылись от этого. Здесь показано, как вы убираете мороки. Вот и сотрудничество с темными, со светлыми. Опять пытаются перекрыть, влиять на вас ментально, астрально. Опять вы наказываете. Но по итогу, что вам это все дает? Тайные знания. Ну, ребят, здесь давайте так. Самое элементарное, здесь знания открываются. Как этого человека в состоянии десятки жезлов поставить? И вы этими знаниями очень хорошо пользуетесь, ибо здесь прям показано, понимаете, чтобы у вас не появилось, этот человек пытается это забрать, потому что он завидует. Он уже не рядом с вами, он не входит в круг общения людей, которых вы допускаете в свое пространство. У вас пошел там прорыв, надо забрать, все, понимаете, пена у рта. Вы туда пошли, допустим, у него, блядь, и мне и вот это надо, и вот тут, и вот это, понимаете, этот человек своим умом жить никогда не будет. Это как пример. Такой, знаете, бытовой момент. Здесь еще этого человека хорошо штрафанут по эмоционалочке. Здесь привязки, коль он на вас сделал, вызовы, привороты, присушки, всякое вот это вот белибердища, дабы ваш ресурс сгонять себе в карман. Вот теперь-то его ждет, знаете, так, из области прочувствоваться не желаешь, и будет очень тяжело человеку, очень тяжело. Его будут учить любить. Какими методами, я уже смотреть не буду. Ну и в глобальном плане, ребят, в глобальном плане вы раскрываете очень много каких интересных тайн бытия нашей планеты. И здесь вы понимаете и разбираетесь в таких вещах, которые отягощают душу каждого из нас и заставляют по жизни идти вот в этом состоянии в десятки жезлов. Вот таща на себе вот груз вот этих всех обапелов. Вам даются тайные знания, чтобы у вас была возможность выйти из этого, из этой кабалы. Я думаю, те, кому надо, вы услышали основной посыл. Ну, а кому интересно по любятине, то здесь отправите обратно все вот этому чижику-пыжику. Кем бы он ни являлся, ваш бывший муж, ваш друг, ваша подруга, ваш там брат, сват, вот понимаете, либо ваш сотрудник, да, там, почему-то мне идет соучредитель. Для кого-то, возможно, актуально, что вы вместе дело открыли. Да, здесь законодательством будет по справедливости все. Так вот, неважно, что это за человек. Здесь важно то, что благодаря... Здесь, возможно, понимаете, под это описание вам подойдет несколько людей в вашей жизни. Но благодаря им вас учили тому, чем я закончила сей расклад. Всем осознанным добра этого мира. Делитесь впечатлениями в комментариях. Пока-пока.